Друзья, всем привет! Мы уже достаточно много рассказывали про наш каркасный бассейн, про то, как мы его ставили, про то, как мы его обслуживали, про кучу-кучу плюшек к нему. Но у нас наступает новая тема. Как я говорил, мы будем разбирать этот бассейн и ставить новый в теплицу. И сегодня подробно об этом. Погнали! Погода в этом году совсем нестабильная, поэтому решили, что надо утепляться. И, конечно же, все это дело мы начинаем с разбора. Спускаем воду с нашего бассейна, полностью его моем и собираем. Сам же бассейн, который у нас был до этого 366 на 76, отслужил верой и правдой 4 года. Был очень хорошо, все было очень круто, но, к сожалению, погода дает о себе знать. Но мы очень любим, когда тепло и чисто, поэтому все переделываем. Будем также полностью переделывать наш постамент, потому что новый бассейн, который мы купили, у нас идет прямоугольный. До этого постамент был 4,5 на 4,5 метра, а новый у нас будет идти 3,5 на 6, на нем будет стоять теплица. То есть он еще будет больше в каждую сторону по полметра. Все это дело разбираем, моем листы пеноплекса, они нам еще пригодятся. Нынче стоят недешево, поэтому все разбираем, моем и будем использовать их повторно. После этого выкапываем две стороны бордюра и начинаем расширять нашу площадочку. Точно так же будем еще закапывать борты. Слава богу, осталось несколько с прошлого раза, поэтому перекапываем, обмеряем и все красиво закапываем. Постамент в нашем случае нужен только из-за того, что участок у нас, к сожалению, немного неровный, он идет под уклон. То есть в начале постамента у нас реально идет 0 земли, а в конце постамента перепад примерно уже в 15 сантиметров. Для бассейна большого объема это достаточно критично, для него нужна ровная площадка. По кругу постамента внутри мы его заложим плиткой. Плитка будет нужна для того, что на нее будет опираться деревянный каркас под теплицу. То есть он будет лежать не на земле, а на плитке, на ровной поверхности. Причем плиточку мы ложим ровненько под уровень, под песочек. Все будет выровнено в идеал. После того, как выкладываем по кругу все это дело плиткой, мы начинаем возить вовнутрь землю. И поверьте, земли здесь очень много. Тут реально пол самосвала земли. Кажется, всего лишь небольшой уклон, но чтобы подровнять участок именно в этой части, пришлось нагрести везде очень много и земли, и песка. Все это дело выровнено правилом в идеал под уровень, все утрамбовано, то есть все будет стоять у нас достаточно плотненько. Ну, на выходе получаем вот такой постамент. Постамент получился 6,5 на 4 метра, и этого вполне достаточно, чтобы установить на него теплицу 3,5 на 6. А в нее мы поставим бассейн 488 на 252 на 107. На улице середина июня, идет дождь, погода в этом году, к сожалению, очень плохая, весь июнь идут дожди, именно поэтому мы и решили все это дело придумать в теплице. И тут я задумался, как же мне ее закрепить, чтобы она не улетела. И пока я сидел думал, природа мне подсказала, что крепить ее надо капитально. У нас прошел такой шквал, просто ужас. Ладно, теплица, у людей крыши поулетали у нас в поселке. Я думал, что и у нас оторвет, но благо все обошлось. Вот для примера видео с камер наблюдения, которые висят у нас на даче. Камеры, кстати, висят уже тоже достаточно много времени, и по ним никаких проблем нет. Про них я тоже много рассказывал на канале. А про непогоду, конечно, да, такого у нас не было давно. Вся эта радость продолжалась в районе 10 минут. И за 10 минут у нас в округе положило практически все большие деревья, поуносило у людей крыши. У меня попытался убежать, как видите, батут, он вон медленно, но верно пытается перемещаться по участку. Но, слава богу, все осталось на своих местах. У нас и деревья не сильно-то крупные, и крыша, благо, хорошо была закреплена, поэтому все на своих местах. А в прошлом году, недалеко на Минском море, даже смерч прошел. В общем, с погодой творится что-то не очень хорошее, и это не радует. И все это, напомню, в Беларуси, а идут какие-то тропические ливни. Ну да ладно, вернемся к нашей теплице.
Основание теплицы у нас будет из бруса 150 на 50. Его мы будем ставить на плитку, закольцовывать в прямоугольник, ставить на ребро и будем на него уже непосредственно крепить теплицу. Все это дело мы, конечно же, сначала обрабатываем антисептиком. Ну, чтобы пожило хотя бы лет 5, а не сгнило за один сезон. Берем вот такой вот антисептик в ближайшем гипере и полностью сверху донизу обрабатываем все балки. В прошлом году жена мне подарила вот такой вот распылитель Дека. Или Деко. Ну, в общем, не суть. Очень классная штука. Ей и красить удобно, и всякие вот такие вот пропитки наносить на дерево. Просто супер. Инструмент отличный. Помню, когда мы еще строили пристройку, тоже дерево все покрывал, конечно же, всеми этими химикатами, но при этом я это делал кисточкой, и эта мука еще та у меня ушло несколько дней. А распылителем буквально за несколько минут. Пшик-пшик, и все уже нанесено. Даем дереву просохнуть и продолжаем на следующий день работу. Будем ставить все это дело на плитку, будем все это дело крепить, конечно же, уголками по кругу и на него ставить теплицу. И, конечно же, непогода подсказала мне, что теплицу нужно будет капитально крепить, чтобы она не улетела, ведь она имеет огромную парусность. Для этого мы сделаем внутри нашего постамента 8 вот таких вот заделов, 8 ям, а в эти ямы мы будем ложить уже вот такие вот сделанные якоря. Такой якорь сделан из 12 шпильки, снизу распорки, сверху, как видите, уголок. То есть якорь мы этот будем грузить в землю, но в дальнейшем не просто засыпать землей, была вообще идея их забетонировать, но, к сожалению, песка не осталось, а будем закладывать вот такой вот старой тротуарной плиткой. Яма глубиной в полметра, и мы будем ложить в нее 8 таких плиток. А 8 таких плиток весят, ну, уже чуть ли не под 80 килограмм. Поэтому все будет держаться капитально. Укладываем все это дело в ямы, смотрим, проверяем, все держится достаточно крепко. И в дальнейшем просто присыпаем все это дело обратно землей и трамбуем. Напомню, все эти плитки будут спрятаны под землей, ниже уровня основного грунта. Поэтому держаться все это будет просто намертво. С 8 такими креплениями теплица точно никуда не улетит. Купаться хотят все, поэтому копают тоже все. Работаем всей семьей. Даже собака помогает. Забегая наперед, хочу сказать, что вся эта работа заняла целую неделю. Но оно того стоило. И вот долгожданный момент. Наконец-то к нам приезжает тепличка. Тепличку в 3,5 метра шириной, к сожалению, сразу не купить. В наличии ее практически нигде нет. Поэтому ждали недельку под заказ. Приехала теплица и поликарбонат к ней. Все с доставкой. А брус, который мы будем ставить на плитку, снизу пробиваем небольшими полосками рубероида. Так будет меньше впитывать влаги. Собираем наше основание, прикидываем несколько планок теплицы, собираем ее в длину, но не целиком. Сделано это для того, чтобы прикинуть ее реальные размеры. Они почему-то нигде не указаны, а хочется собрать основание ровно до сантиметра. Так вот, теплица 3,5 на 6, реально по наружным размерам 3,5 на 6. Ровно. Вот что прикольно вообще, вот прям сантиметр в сантиметр. Поэтому после того, как мы все это отмеряем, подпиливаем. И целиком собираем весь каркас. Получается вот такая красота. При этом передние и задние стенки, в которых будут ставиться двери, еще не закреплены. Мы будем их снимать обратно, чтобы на земле обшить поликарбонатом. И как я говорил, основание крепим на 8 уголков через шпильки, через болты к нашим якорям. А саму теплицу, опять же, на уголки через саморезы в теплице крепим к дереву. При этом вся конструкция намертво закреплена к якорям и уже точно никуда не улетит. Она прикреплена просто, намертво. Может улететь поликарбонат, но само основание с дугами останется. Сделано на века, я уверен.
Сама же тепличка собирается полностью на болтовые соединения. Все достаточно просто. А продольные дуги, которые идут, они идут на вот таких вот мама-папа телескопических соединениях. Друг в друга вставляем и продлеваем на всю длину теплицы. После болтами крепится уже к дугам. Само же основание, как я уже опять же говорил, собирается целиком на уголки. Все это хорошо просверливается кучей саморезов на всю глубину доски и уже никуда не денется. Все стоит достаточно прочно. И даже уже визуально в теплице места просто куча. Вот представляете, скоро на всю эту теплицу будет стоять бассейн. Сказка. Раскроить поликарбонат еще та затея. То есть у вас к теплице идет 4 листа поликарбоната. И именно один лист полностью кроится на переднюю, заднюю стенку и двери. Вот так указано в инструкции. Раскладываем стенки на землю, берем саморезы и начинаем, где можем, долезть, потиху все это дело сразу прикручивать к лежащим на земле элементам, чтобы в дальнейшем не двигалось ничего. И просто вырезаем поликарбонат канцелярским ножом. После того, как сделали первый крой, нужно сложить детали вот таким вот образом, уже так сказано в инструкции. И из остатка, который остался, докроить на остатки стенок и двери, которые идут полуторки. После того, как все раскроено и закреплено, ставим стенки передние и задние обратно. И уже все это дело полностью прокручиваем болтами, все это закрепляем намертво. Каркас собран целиком и полностью закреплен к основанию. Дальше обшиваем. Поликарбонат мы использовали 4-миллиметровый, вот такой вот скарп он называется. При этом плотность у него, если не изменяет память, 60. То есть мы заведомо брали хороший поликарбонат. Не самый дешевый, не самый тонкий. И один маленький секрет. Данный поликарбонат может быть длиной в 6,5 метров, что целиком перекроет нашу теплицу от края до края. Еще 2 часа работы и тепличка целиком накрыта. Все, с ней, можно сказать, покончено. Останется повесить только двери и фурнитуру. А дальше работы пойдут внутри. Так как теплица стоит на брусьях 150 на 50, мы подняли ее вверх на 15 сантиметров от основания. И это дало хороший запас сверху, то есть чтобы не удариться просто головой, особенно когда мы по лестнице будем залазить в бассейн. Ведь этот бассейн уже 1,07 м высотой, его так просто не переступишь. Поэтому места должно быть вполне достаточно. Продолжаем делать основание и возвращаемся к нашему старому пеноплексу. Мы полностью его укладываем по всей теплице, где нужно подрезаем. Получаем вот такое вот основание. Но его, к сожалению, немного не хватило. Пришлось съездить в гипер еще докупить несколько листов. Между собой просто стягиваем его армированным скотчем. Никуда он двигаться не будет. Основание из пеноплекса нужно для того, чтобы, во-первых, все внутри было идеально ровным, во-вторых, бассейн не промерзал от земли в воду. Это самое главное его предназначение. Дальше простилаем пленочкой, чтобы вода, расплеснутая из бассейна, не уходила в этот пеноплекс. А он, кстати, впитывает воду очень сильно. Мне почему-то казалось, что этот материал воду впитывать не должен. Однако, когда я разбирал предыдущее основание, он был весь мокрый полностью. Целую неделю бассейн стоял в коробке на улице, замотанный в пленку, и ждал нас. Коробень это, кстати, весит почти 100 килограмм. В одно лицо ее не перетянешь, поэтому мы кинули ее на улице и просто замотали по кругу пленкой. И, как говорится, распаковочка. Начинаем все это дело распаковывать. Распаковка бассейна, кстати, та еще тема. Там реально матрешка. Коробка в коробке, а в следующей коробке еще с десяток коробок. Вот что лежит внутри. Значит, сам бассейн, сама его чаша, подложка, крышка, инструкция, фильтр-насос, лестница, детали каркаса и немного разной сыпучки. Все это запихано в одну коробку.
Конечно, компактненько, но для транспортировки не очень удобно. Лучше бы разложили, мне кажется, на две. Дальше распаковываем и собираем. Основание, которое идет в комплекте, серого цвета. Раньше они, кстати, были синие. И, к сожалению, этого серого основания на всю нашу теплицу не хватило. Поэтому мы берем наше синее старое основание и немного из него вырезаем вот такие вот две синие полосы. Хочется, чтобы все было красиво и ровненько внутри. А вот и чаша, она ждет установки. Чашу мы сначала разложили на земле для того, чтобы понять, с какой же стороны идут вход и выход для фильтр-насоса. А дальше будем затягивать ее уже вовнутрь и внутри собирать каркас, потому что собранный бассейн вовнутрь уже не внесешь. Инструкция к бассейну прилагается в том числе и на русском языке, и это очень хорошо, потому что трубки идут разные, с разными креплениями. А, Б, С, Д, Е, Ф. И каждую нужно поставить в свое место. Об этом подробно написано в инструкции. Затягиваем вовнутрь чашу и начинаем собирать все это дело в замкнутом пространстве. Квест был, кстати, еще тот, но мы справились. Вдвоем с женой мы собрали бассейн внутри теплицы примерно, где-то за часик. Вот так это выглядит на старте. Чаша собрана, и скоро мы будем ее заполнять. А чаша это на 10 тонн воды. 10 тонн воды будут наливаться у нас, наверное, часов 6 с нашим напором. Причем напор у нас очень хороший. Боковые ножки не касаются стенок, нигде ничего не упирается, все стоит ровненько. Как видим, теплицы в 3,5 метра шириной вполне хватило. И вот он, заветный момент. Уже дело движется к ночи, а мы начинаем наполнять бассейн. На первом этапе, когда его начинаешь наполнять, надо обязательно бегать по кругу и растягивать все стенки влево-вправо. Нужно это делать для того, чтобы на дне не было складок, потому что со складками будет купаться неудобно. И вот уже глубокая ночь, на нашем домике горит прожектор на детском, как я делал в нем солнечную электростанцию, я рассказывал вот в этом видео. И также у нас на сарае висит тоже светодиодный прожектор, поэтому теплица будет полностью ночью освещаться внутри. Не составит никаких проблем покупаться в ней в темноте. Ну а мы продолжаем потиху наполнять бассейн. Коммуникации по электричеству и по водопроводу будем проводить уже завтра. И вот настал следующий день, продолжаем наливать бассейн. Наливаем, как-никак 10 тонн воды. Все это дело льется через шланг 3/4, а мы будем проводить в него коммуникации, а именно ставить фильтр-насос и делать обогрев. Ведь без обогрева все равно, простите, никуда. Вода на старте из водопровода у нас 14 градусов. Берем наш старый деревянный домик, в котором до этого жил наш песочный фильтр-насос Bestway, перетягиваем в сторону от теплицы, здесь у нас идет вход и выход, делаем в теплице небольшое отверстие и туда затягиваем вход и выход из бассейна. То есть тут у нас будет стоять фильтр-насос. В домике у нас также розетка, поэтому мы полностью переделываем электричество. Розетка у нас в сарае, а от сарая мы закапываем прорезиненный металлорукав под землю. После все это дело закапываем, окультуриваем и обновляем наш домик. Домик мы закрасили в черный цвет, сняли с него шифер, положили сверху вот такой вот кусок металлочерепицы. Все стало гораздо красивее и приятнее. А вот так это дело выглядит внутри. В домике, как я уже сказал, у нас будет жить фильтр-насос и циркуляционный насос. Фильтр-насос у нас Bestway на 3 куба. Песочный фильтр-насос. Обязательно советую ставить именно песочные фильтры, потому что обычные картриджные, фильтруют так себе. Мелкую взвесь они не фильтруют в принципе, а песочник справляется очень даже хорошо. А здесь вы можете видеть циркуляционный насос.
Это нам нужно для обогрева бассейна. Я также рассказывал про печку-бочку, которую мы сделали, и циркуляционный насос у нас засасывает воду из бассейна, толкает в бочку и потом уже горячую непосредственно в бассейн. Внутри коммуникации выглядят вот так, причем мы специально бассейн сместили немного влево в теплице, чтобы справа можно было легко подойти к его коммуникациям. Здесь у нас вход и выход и засос воды для нашего циркуляционного насоса для обогрева. Также, кстати, с этим бассейном идет в комплекте клапан-аэратор. Это очень нужная вещь, особенно в наших условиях, когда там мало воздуха. Засос же воды для циркуляционного насоса сделан из вот таких вот двух спаянных Г-образных трубок из полипропилена. И все это дело уже через следующую трубку уходит непосредственно в наш домик. Там циркуляционный насос продолжает толкать воду по трубе уже по улице и в бочку. Здесь же у нас будет рядом лежать скиммер. На постоянке, я думаю, он здесь не нужен, потому что все это дело будет накрыто теплым одеялом. Скиммер будет использоваться только когда при чистке. Буду в него кислородную химию засыпать. А одеяло нужно, опять же, обязательно. Оно очень хорошо держит тепло. Уже проверено. Одеяло, кстати, в комплекте к данному бассейну не идет. Его я покупал отдельно. Опять же, ровно под размер бассейна. Вещь недорогая, но, поверьте, очень нужная. Она очень хорошо держит температуру бассейна. И за ночь он остывает всего лишь на 1 градус. Коммуникации для обогрева проложены вот таким вот образом. Как я уже сказал, из бассейна засасывается в циркуляционный насос. Дальше циркуляционный насос у нас выталкивает все это дело в спаянные трубы на улицу. Трубы аккуратненько проложены вдоль самой теплицы, чтобы нигде ничего не цепляться ногами. В дальнейшем здесь через такое вот обычное шланговое соединение, чтобы легко было отцеплять, переходят в гибкую трубку и уходят в радиатор, в бочку. Там 2 радиатора и еще кусок трубы гибкой. В нем очень хорошо все это дело и прогревается. В дальнейшем горячая вода обратно по этой оранжевой трубке поступает из радиаторов уже непосредственно в домик бассейна. И внутри на самом бассейне из полипропиленовой трубы опять же спаян вот такой вот Г-образный гусак, который держится за сам бассейн. В него приходит вода, и уже все это дело непосредственно попадает в сам бассейн. Таким вот образом мы его и греем, то есть гоняем по кругу воду, а вода греется в бочке. Причем греется очень эффективно. Чтобы нагреть такой бассейн с 16 до 30 градусов, у меня ушло примерно 12 часов. Запаливаем бочку и видим вот такую картину. На входе в бассейн вода у нас 65 градусов. Там такой кипяток, что руку просто не подсунусь. Плюс еще, напомню, стоит все это дело в теплице, значит оно не обдувается ветром, холодным воздухом и так далее. И бассейн за счет этого прогревается достаточно быстро. В общем, вода у нас будет теперь всегда теплая. Уверен на 300%. Также надо не забыть еще и про обратную промывку фильтра насоса. Когда он за недельку засоряется, его нужно обязательно промывать. Для этого я сделал вот такой вот вывод из, опять же, канализационных труб, которые у нас лежали без дела в сарае. Однако вот и применились. Все это дело еще отдельной трубой удлиняется и сливается ровно в угол участка. Ну, а дальше греем. Греем, 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 еще раз греем. Мы очень любим, когда в бассейне тепло. Наша температура это плюс 30. Для тех, кто говорит, зачем это надо, в нем же надо охлаждаться, мы охлаждаемся в плюс 30 градусной воде. Очень комфортно. В холодную воду лезть, совсем нет желания. В самой же теплице днем жарко, как в аду, и это факт. Я там поставил градусник, замерил, примерно градусов под 50 там на солнышке набегает. Если на улице, конечно, жарко и хорошая погода. Для этих целей можно пооткрывать форточки и проветрить. А так как это 3,5 метровая теплица, двери здесь полуторки. То есть мы открываем одну дверь,
И точно так же открываем вторую дверь. И у нас получается огромный вход на всю стенку. Причем как в передней, так и в задней стенке. Открываем обе двери, теплица моментально продувается, и внутри обычная температура, как на улице. То есть уже эффекта такого парника нет, в ней не задохнешься, все окей. Ну и вот так это выглядит внутри, уже конечный вариант. Собрали, поставили лестницу, налили бассейн, греем его. В принципе, обойти можно полностью по кругу весь бассейн, то есть места в 3,5-метровой теплице под 2,5-метровый бассейн вполне хватило, чтобы и коммуникации растянуть без там слишком какого-то тяжелого напряжения и так далее. Нигде ничего не касается теплицы, нигде ничего не уперлось, места вполне достаточно. Ну а когда нагреем до 30-ки, тогда уже будем и плескаться. В целом выглядит это вот так. Получилось достаточно эстетично. Что же касается вложений в данную конструкцию, то если рассчитывать в белорусских рублях, то это 1300 теплица, это 1800 бассейн и еще в районе 400 рублей вокруг нее. То есть доски, какие-то метизы, где-то какой-то проводок, какая-то трубка и так далее. То есть мелочей потребовалось достаточно много. Ну, в долларовом эквиваленте это примерно там 1200 долларов. Дальше считайте по курсу, кому как интересно. И, конечно же, неделя работы, не покладая рук. Даже когда ночью холодно, а ночью сейчас очень холодные, примерно плюс 12 градусов, в теплице было купаться очень классно. Вода 30-ка, температура воздуха по градуснику примерно 25, очень комфортно. Но правда до дома было бегать не очень. А недавно я собрал еще вот такую вот воздуходувку из остаток труб. Я когда-то рассказывал о том, как я сделал воздуходувку из деталей для самолетика, ну а теперь все это дело окультурил, чтобы не отрубало пальцы. И ей можно вполне очень успешно дожигать угли, если вы хотите быстрее покупаться. Детский домик, который мы построили год назад в подарок нашей дочке на день рождения, живет отлично, и зиму пережил, нигде ничего не отвалилось, не сгнило. Но при этом настолько мало солнечных дней, что наша солнечная электростанция за неделю даже не смогла толком зарядить аккумулятор и перестала работать подсветка. Поэтому приходится дозаряжать его таким образом. Надеюсь, дальше лето будет теплее, потому что пока что, откровенно беда. Ну, а так все получилось. Как говорится, дорогу осилит идущий. Неделю убили работы, но сделали. Правда, замучились с женой очень сильно. С утра до ночи все это дело постоянно собирали. Однако дальше будем купаться все лето, при любой погоде. Тема очень классная. Теплица не только даст нам тепло и теплую воду, но и чистоту, потому что основное загрязнение бассейна на самом деле это уличная пыль, пыльца, насекомые и так далее. То есть вся эта мелочь летит в воду, и вода достаточно быстро начинает пачкаться и зеленеть. И химии приходится сыпать тонны. Здесь же, я думаю, картина будет гораздо лучше. Опять же, тепленько и чистенько, как видите, 32 градуса. Дальше остается только радоваться и купаться. Ну, вот как-то так. Кому было полезно и понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!